Привет, не песеры, с вами Морж и продолжение Metro Exodus, 2 дополнения у нас, 2 полковника я прошел. У меня осталась история Сэма, вроде настроил я так, что пролагивания видео не было. Вот, надеюсь, все будет как по маслицу и картиночка вас будет радовать. Хорошо зашли у меня оба предыдущих видоса, поэтому надеюсь и здесь на поддержку. Ну и надеюсь, что вам в принципе искренне нравится то, что я делаю. Так, давайте, начинаем историю Сэма. Погнали! Расставаться с товарищами было тяжело, но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах Байкала. Для меня же эта потеря стала границей между орденом и жизнью, между долгом и мечтой увидеть отца. И, как и Артем, я выбрал мечту и отправился за ней. Ну, это в конце Metro Exodus, да, мы добрались до Байкала, у меня Артем умер, правда. Мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья, руины и покосившиеся столбы — просто бесконечный кинофильм на потрепанном экране. А я полуночный зритель, сидящий в пустом зале. Но каждое утро, встающее прямо по курсу солнца, приносила смену декораций, вселяя уверенность, что я все же приближаюсь к океану. Интересно, где они руль взяли? Я ж на этом УАЗике ездил в Эксодусе, и там была такая палка. На шаг, потом еще на шаг, и еще. Несмотря ни на какие препятствия. Когда-нибудь, трактор. отдыхая на крыльце отцовского дома, я, может, и захочу написать книгу об этом путешествии. Во, белорусы тракторы делали. Через 35 лет после ядерной катастрофы у них трактор ездит. Когда-нибудь, но не сегодня. Я у города, где должен начаться последний этап моего путешествия, и уже чувствую запах моря. Если у меня и вправду есть шанс добраться домой, я найду его здесь. Сэм, лучше расскажи, где ты нашел нефть, чтобы заправлять трактор, точнее говоря, дистопливо, чтобы ездить на нем между городами, он жрет как не в себя. Сэм, ты опять напал на каких-то арабов? Я не понимаю. Блин, по-моему, у меня еврейский акцент, а не американский. Ладно. Говорили, что это дополнение действительно топовое, лучше, чем 2 полковника, но при всех раскладах 2 полковника мне не зашло, ну слишком уж мало. Персонаж не раскрыт, сюжет практически не раскрыт, ну такое себе. Итак, это я уже во Владивостоке, как я понимаю. Hello, Владивосток. Окей. А кто тут натянул троллею, по которой я сейчас буду спускаться? Мне просто интересно. Ну, графончик смотрится, в принципе, красивенько. Так, автомат у меня есть. Ага, что-то есть в этом, в записной книжке. А как записную открыть, я уже и не помню. Где моя записная книжка, журнал? Может быть. Ну, управление, клавиатура, инвентарь, противогаз, сменить фильтр Е, рюкзак Ша удерживать, зажигалка, планшет. Ага, понял, давайте планшет. Значит, вот куда нам нужно двигаться. А как его перевернуть? Стоп. Его ж можно, там будет задание написано. Приблизить. Ага. Найти транспорт. Чтобы добраться домой, мне необходим корабль. Сойдет любой, лишь бы он мог доставить меня домой. Правда, что-то не похоже, чтобы сейчас здесь действовало много пароходных компаний. Ну, типа смешно. Вот этот американский юмор. Так, по стволам у меня автомат, дробовик. Дробовик сколько патронов? 76 патронов автомата, 1 в запасе. И дробовик 3 патрона. Ну да. Живем, ребята. Живем. Фонарик. Ого. Просто фонарик. Я понял. То есть мне теперь опять нужно будет подкачивать фонарики. Вот этой всей фигней страдать. Опять в планшете что-то. Я типа... я что-то увидел. Я понял. Я просто вспоминаю. Тут типа должна быть интересная зона. Ну, только что ж мне показали, что я что-то увидел. Или нет? Или через бинокль тут нужно эту интересную зону рассматривать. Бинокль есть?
Ну, приближение на бинокле. Покажите мне приближение на бинокле. Так, как я его доставал-то. Здесь точно ничего нет. Что-то я не понимаю, как работает приближение. Ну ладно. Сумочки клетчатые. И никого. И тишина. И мертвые с косами стоят. Только без мертвых и без кос. Фуникулер. Ну, судя по всему, при помощи фуникулера мне, наверное, куда-то и нужно будет передвигаться. Тут никого. Воу. Мост красивенький. Ну, мне явно сюда. Вау. Вау, местный житель. Кто откуда отстреливается? Короче, надо спасать местного жителя, как я понял. Выходи с поднятыми руками! А еще тебя чего? А все, больше ничего не надо. Ты не ссы, не завалим. Законник тебя же... Аборигены, как бы сказал настоящий. Тут знаешь, что он там хочет? Враги? Есть такая маза, понял? А че он не умирает? А, это труп, наверное. Просто забил труп. Где еще кто? По-моему, они кончились. Всего 2 человека. Спасибо за помощь! Поднимай сюда! А тебя не смущает мой американский акцент? Сейчас. Я же пиндос. Почему жители Владивостока доверяют пиндосам, они же должны доверять японцам? Вроде как. Ладно, дропчик соберем. Пошли поболтаем с местным жителем. Привет, местный житель, ты где? Что у тебя тут есть интересного? О, у тебя есть лестница. Лестница — это изобретение великих американцев. Наверное. Ты откуда взялся? Так кого ты там ловишь-то, а, чувак? Ну, Капитан. Блин! Зачем ты его выкинул? Это что, Спайдермен? Как мне его убрать? Воу-воу, полегче, я же помог. А я говорю, убери Ладно, быстро! ладно, бешеный русский. Теперь. Что это за ствол вообще? Что это за пуколка? Ничего себе! Ну и что теперь? Доставай водку. Слушай, если бы я хотел тебя убить, я уже 10 раз убил бы. Я ищу корабль, мне домой надо, не знаешь тут подходящего. Ну, корабль у нас только один, зато подходящий. Здесь должна быть подводная лодка. О, я научился приближать. Тут должно щелкать, если какое-нибудь местное, типа, интересное будет. По-моему, так. Ладно, уберем бинокль. Капитан, пошли. Веди меня. Ты тут осторожно, а то загремишь в трём. К тем вон, красавцам. Все гоняются за мной. Перед котом своим выслужиться хотят. Хорошо, хоть живые взять пытаются. Ну что, доставай бинокль. Отсюда хорошо Показывай. видно. Подлодка? Вон, видишь? Вау, сабмарин. А здоровая какая. Хороший билет домой. А где твой На дом, варшавянку кстати? похоже. Как-то мне твой акцент Да ты подозрительно что? знаком. Какой ты наблюдательный. Сан-Диего. Опа, еще один американец. Что вам тут медом намазано? Да, Еще один? No shit. Ты и вправду, похоже, не в курсе. Так что расскажу, но позже. Сворачиваемся. Что за черт? Крылан заметил нас. Уходим. кто пока такие не- караваны? Оу-оу-оу-оу. Я хочу грабить караваны. Проваливай, крыса летучая. Типа летучие мыши, что ли? Давай, вылазим. Ну, мышка летучая немножко. Если эти мыши будут на меня нападать, я буду насаждать им демократию. О, сука. Иди отсюда. Иди отсюда. Я представитель величайшей страны в мире. Отстань от меня. Отстань. Я могу спрятаться, наверное. Или меня сейчас караван завалит. Так, есть аптечка. Ну, а чё бы туда не спрятаться, Сэм?
Не-не-не, так, сюда я не допрыгнул, короче, это железно. Я понял, можно прятаться за... Что-то не очень прячется. Но я же видел, там тварь одна большая была, по-любому же ее завалить надо. Или куда, или чего вообще. Тут там даже дроп есть. Где эта сука? Вон, вижу. Пошел нахуй. Ща мы тебя уделаем. Ща. Так. Что, тут еще что было? О. Дух, ни хрена себе, это что было? Патроны, нормально. Где эта тварь? Вижу. Вот сука, уходит. А ну иди сюда. Не вижу. Ну, еще ящик. Где это? Где она? Салат валился? Или нет? Ручка у меня дополнительная классная. С мясорубки, походу, на автомат поставили. Ну, как бы, почему бы и нет. У меня же есть еще дробовик. Да отстань от меня, мразь. Иди отсюда. Вот тут. Отпал. Убил или не убил? Так, трупа я не вижу. Не понимаю. О, сука! Надо убить ее вагоном, я знаю. Она посягает на демократию. Она явный террорист. Но это катсцена, это не смерть. Чего ты ходишь, чертов террорист? Возьми американский флаг, я назову тебя умеренная оппозиция, и куда ты улетел? Вот сука. Я же хотел с тобой дружить, мы бы вместе ненавидели всех. Я думаю, мне не сюда. Что-то мне так кажется. Оружия нет. Аптечка-то хоть есть? Есть. Чпок. Пошли по дорожке лучше. Может, тут еще заминировано все. Полегчало Да, уже. Сэм, действительно, согласен с тобой, стало легче. Какая-то криса. Эти просветы, конечно, туманные. С одной стороны, выглядит прикольно, а с другой стороны, ну, как-то у меня такое ощущение, что картинка пересвечена немного из-за них. Нет экспозиции, так сказать. Я, как культурный американец, против этого. А сюда мне вообще нельзя. Так, зачем меня тогда сюда пускали? Куда мне идти? Сюда некуда. Здесь тоже некуда. Блин, голуби, судя по всему. Как морду вытереть? Морду лица. Ой, сука! Какая-то ебучая змея! Отстань от меня! Змея, ты террорист! Я называю тебя террористом и убиваю. Ага, Что пригодится? Только патроны. Скажи лучше, Сэм, куда мне идти? Ага, вон дверь. Я вижу. Я вижу дверь. Я думаю, мне сюда. Да, блядь, не, ну вы серьезно, пацаны, нормально, трубой по ебальнику приложили. В очередь, сукины дети. Сейчас я вам всем наломаю. Потому что нечего нападать на демократию. Откуда у тебя шокер? Ой, все-таки протащил в лицо. Хорошо, что это не КТЕ, я бы уже реально меня бы убили раз 8. Вы знаете, как я КТЕ прохожу. О, наконец-то нужно что-то нажать. Аборигены местные. Отвали! Ой, это кто-то поопасней, судя по всему.
Да забери уже хоть у кого-нибудь нож и начни их минусовать, а? Махаются они. Ну что, допрыгался, бычара? Пока! Ты так просто не возьмешь, я демократ. Ну, по ебальнику и демократия, если честно, отходит. Там неважно. Труба в лицо не спрашивает, к какой расе ты принадлежишь. Точнее, к какой нации. Американцы это не раса. Точно говорю. Слышал, как он ругался, когда вязали. Fuck you all, козлы, I kill ya. Американский это. Да ты и по-русски-то не очень. Откуда знаешь, что американский? Ну, знать не знаю, но до войны... А то, что я английский не слышал, что американского языка нет. Тоже. Быдло Владивостокское, а? Он, Привет! чухался. Слышь, ты сам-то откуда? Из Москвы. Слушай, а ты не американец часом, а? Может, это не американский, это пидорский, типа из Москвы, там же пидоры. Так себе шутейка. Американец. Американец. Вот видишь? Кто тут у нас так кидал? Правда, не помогло. It's just not my day. День, говорю, не мой. Похоже на то. Ну ничего, может, еще и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Мазги, я курьер. Кота мне дай, тут новость для него. Ладно, подождем. Глуши мотор, братва, ждем босса. Who is the кот? Объясните мне, почему вы лысые все? Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. Тучи. Это брат Буря. Точно, буря. И они у нас тут непростые. Попадешь в такую, не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Это не вы меня приняли, это я вам сдался. Вот так вот вообще. Мне ж потом вас еще вырезать всех. Заводись и давай на лодку. Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Обижаешь, босс. Ругался, как ты в худшие дни. О, еще один американец, который у них босс. Прикольно. Lance Corporal Samuel Taylor, U.S. Marine Corps. Ага, я и сам не очень верю. Значит так, курьеры. Это вагон, ясно? Быстро О, напоят вискариками накормят бургерами. Наверное. Видишь, эффект какой. А кто все сразу понял? Кто сказал, что американец, а? На акулу похоже даже скорее. Здоровая дура, моща наша. Да уж. Хотя хер его знает. Я в подводных лодках особо не шарю, если честно. Но похоже на акулу. Ой, а что-то у вас тут торпедные аппараты без дырок. Они заросли. Я думаю, если вы нажмете на спуск, она ебанет к чертовой матери. Это он? Это я! Вау, hello there. Тебя что, не развязали? А? Сейчас! Интересно, как американец умудрился стать, короче, главой бандитов или не бандитов, кого прошу тут, на борт. во Владивостоке. Везите гостя в трап. Во Владивостоке. Типа такой авторитетный? Есть, босс! Черт, кота разозлил. Надо было развязать его сразу. Получили за то, что развязали. Да, коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Ну, ваше сочество, прибыли, поднимайтесь на борт. Ну, погнали смотреть, что у вас там за кот рвал его рот.
Ну, судя по всему, это типа вот отсылка, если они к нему обращались как Том Кот, ну, типа мультик, все дела. Я думаю, это к нему. USS Mayflower. Не, вот только не рассказывайте мне, что это лодка американская. Хрен там, советскую подлодку я из любых узнаю. Это наша лодка. А что можно было сделать? А, выключить лампочку, ладно. Почему я не могу бежать? Это, наверное, потом уже, типа, написали Mayflower. Какие-то ребята в разных касках. И, кстати, вот, что называется, все тот же косяк, о котором я вам говорил. Во Владивостоке самодельное оружие такое же, как и в Москве, такое же, как и в Новосибирске. Логично. Наверное, по интернету меняются чертежами. Am I happy to see you? Haven't met another American in 23 years. Name's Tom, by the way. Nice to meet you too, Tom. Is this ship yours? Can I book a ticket? Book a ticket? That's a good one. Follow me. Let's talk. Так куда тебе билетик-то? До Сан-Диего, one way. Калифорния. Вот где рай на земле был. Но если не считать пробки в LA в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда проверяет, бейсбольная походу. называлась? Падрес. Точно! Наши с ними играли часто. Я-то из Сиэтла сам. Mariners. Это если ты меня еще проверять думаешь. Ну, этот Сэм у меня тоже догадливый, прям Ничего как я. личного, капрал. Время сейчас такое сложное. Понимаю. Доверяй, но Ох, какие проверяй. штуки. Это что, Томпсон, Точно. типа? Калашников со снятым этим. Кстати, Сэм, знакомься, это Клим, моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Hello, Клейм. Привет, Сэм. Glad to meet you, Gleam. Ну и что, садиться? Или что делать-то? Ля, нормально, стул у меня забрал. Тебя Ну, сука. пригласили. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, станция там, может, уже был бы на полпути в Канзас, хотя мне туда не надо. А куда надо? Хотя, постой, давай-ка, Сэм, сначала закурим и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажусь. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. А что там ракетные шахты у вас открываются? Че у вас ракетные шахты, блядь, открыты? Ближний Восток, потом Афганистан, потом в Москве Точно, акула. посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там, в подземке, много кто спасся. А потом сидели 20 лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру, главари все знают. Гляньте, но ракетные скрывают. шахты закрываются. Че они у вас открытые? 20 лет? Нахрена? Ни малейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ним и весь отряд, где я служил. Пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на восток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему 70 теперь должно быть. У меня мало времени. А, понимаю. Ищешь, кто перевезет тебя через океан. Да. Сейчас через Пасифик не ходит. Это раньше было просто. Но я могу отвезти тебя на этой лодке. И что мне нужно сделать, как обычно? Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь там. И, кстати, как тебе это Submarine досталось? А вот пистолет точно Коль 911. Это длинная Интересно, откуда у них штатовское оружие? Так это вообще штатовское оружие? Там М16. Нет, давай короткую версию. Ну, может, хоть вкратце расскажешь? Бухнуть это, конечно, хорошо, но... Значит, вкратце. Я тут бизнесом занимался. У местных были большие деньги и возможности, но не было связей и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты, но тут упали бомбы. Было непросто, но недавно у нашей компании случился Lucky Break. Мы нашли вот это.
Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новое, заправить лодку может только бывший капитан. А где он новое-то сейчас достанет? К сожалению, мы с ним разошлись во мнениях, и наше партнерство распалось. Он ушел, и теперь даже разговаривать с нами не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со А мной. управлять лодкой, блин, ядерно... Вы И умеете? как будет топливо, первый пункт назначения Типа это так Сан-Диего. просто, да? Сел, педальки понажимал. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я Дай мне пошлю лучше лучших ствол, а. людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Вот это американское Вот это оружие я меня понимаю, очень Хватка. интересует. Оставь, Клим. Это Сэм точно М4. справится. Как скажешь, Вторая, не знаю даже на что похожа. Значит, Знаешь, К1. договорились. Немецкий. Но все же, раз ты представляешь его нашу знает. сторону в переговорах, надо тебя экипировать Вот-вот, как дайте мне положено. ствол. Американский. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечено известное нам укрытие капитана, так что попробуй сначала пройтись по ним. Окей. Договорились. есть. Thanks, Клим. Ну что, с радио разобрать. А за остальным зайди в тир, там тебе все выдадут. Заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни, ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо пока роса. Ну, как знаешь. Спасибо, Том. Но я пойду. Буря-то уже Как-то очень кончилась. быстро тут рассказали. Такая буря, прям... Удачи. Прям Будем вообще, обязательно. прошла за Счастливо. 5 минут. Счастливо! Пока. Текст. Какой-то календарик 86-го года с телочкой. Еще и по-русски все написано. Честно, я, конечно, в 86-м еще не родился. До моего рождения оставалось 3 года. Но чтобы в 86-м году вы выпускали вот такие календари, я что-то не поверю. Хотя все может быть. Блин, это явно, короче, натовские стволы. Просто явно. Хотя, скорее всего, под калашниковский патрон. Ладно, посмотрим, что там дальше-то будет. Тир. Хоть бы объяснили мне, где тут тир. Какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого по-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит! Уже облажались твои Ну, а в чем проблема-то? ушел. И ладно сам капитан, он хоть на виду. Старпом где? Ага, там еще какая-то, короче, группа свалила. Год уже скоро будет, как ищете. И сейчас капитан наш единственный шанс, ты понимаешь? Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец. И что? Я его не знаю, ты его не знаешь. Знаю. Он выжил в Москве, понимаешь? Выжил и добрался сюда. Короче, понятно, с капитаном там, походу, жесткие терки, плюс еще Старпом с частью экипажа куда-то свалил. Ну, естественно, блин, это подводная лодка, там человек 300 надо экипажа. А то, блядь, форсаж какой-то получается, какой там 8-й, где одна баба при помощи ноутбука и Wi-Fi подводной лодкой управляла. А, конечно, это просто дебильный Советский Союз. По 300 человек в лодку запихивал. А, оказывается, можно через Wi-Fi с ноутбука. И сейчас тупые и американцы, и россияне, и китайцы экипажи по 200 человек делают. Привет, дядя Сэм. Шотеечка за 300. Тебе в тир сейчас, там все выдадут. Босс распорядился. Вот сюда, помоги. Я уже понял, что по мосту мне тут больше идти некуда. Как бы. Здорово, американ. Это тир? Здесь что-то явно интересное. Не работает. Ее секи... Дайте ворваться в дверь. Ну, судя по всему, сюда.
О, а вот и наш гость. Рад знакомству. Я Данила, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай Давай, сразу к что делу. есть. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин, так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин, она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо, буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня Спасибо. всё. На детектор, на автомат. Можешь испытать обновку. У моего помощника наготове Так, стоп, пару а тут магазинов. пистолет есть. Во-первых, почему у меня 11 патронов в магазине всего, это мне не очень нравится. И другого оружия у меня что, нет? Типа, ну это сменить, это не разрядить. Ну, давайте разрядим хотя бы. Вот ваш Давай, патроны. давай, Удачи. выдавай. Все выдали. А это типа мишени запустить? Не откажусь. Попробуй поразить. Только этот не просто выглядит знакомо. Это самый настоящий 45-й. Да ну понятно, я ж про это и говорил из вообще. складских запасов Тома. Мы немало таких в свое время продали. Но этот в идеальном состоянии. После пристрелки его даже никто не брал. Так что он точно не подведет. Впечатляет. Ладно, меня устраивает, спасибо. Данила. Мне бы еще патронов только вот. Вообще патронов бы по максимуму. Такс, ну, наверное, все, Ага, вот еще есть стол. Давайте сюда на самом деле сейчас заглянем. Надо потренироваться с этой штукой. Такс, что у нас здесь? Что у нас здесь по апгрейдам? Патроны сделать можно. Окей, понятно. По оружию, значит, пистолет, автомат. Пистолет, модификации нет. Бронежилета вот есть модификация. А, установить, наверное, вот этот минодетектор, да? Установили. По автомату тоже модификацию пока что никаких. Ладно, пока что будем с тем, что есть. Такс. Вроде все. Патроны дайте еще. Вы там мне обещали. Нормально. Ну все, я пошел, Данила. Спасибо за оружие. Очень добрые русские. Ну как? Куда мне теперь идти? Экипировался? Ну, Получил оружие? А пристрелял? ну, Да, все окей. я все сделал. Ну и отлично. Не пуха тебе. К черту. Ну, только почему я бегать не могу? Мне это не нравится. Не люблю медленно передвигаться. О, смотри, это ж американцы. Пошел в жопу. Да чё сейчас вообще? Плавающая газелька. Прикольно. О, американец. Привет, привет. Ну, мы проверяем еще. Ну, уже понятно, что недостача получается. Так, давайте глянем по... Тебе не нравится новый курс? Ага, 3 интересных места есть. Слушай, я знаю, ты специально подначиваешь. Но По словам Тома, старый капитан единственный, кто знает, где хранятся топливные сборки, так что придется его найти. Надеюсь, правда, что когда я передам ему предложение Тому, он не пошлет меня куда подальше. Не пошлет, я же американец, я исключительная нация. как капитана бортанут с офицерами всеми. Эй, таксисты! Ну, снова привет, американец. Ты же не обижаешься? Да не обижаюсь. Не Это обижайся. моя лодка. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку, так что вот. Что-то такое себе. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули, как на машине, доработай машинкой, газ, реверс, и дело в шляпе. Мы даже компас поставили. Какие молодцы. Кстати, да, за компасом следи, там спирт внутри. Ну и про инерцию не забывай. На полной скорости, даже если реверс врубить, не сразу остановишься. А, и еще. Ну, прям вообще шикарно. Выдали лодку. Можно все отсюда сваливать.
Я на этой лодке что, не доплыву до Америки? Черт. Ничего себе. Это что было? У них еще, блин, и орудия в работающем состоянии. Так, удерживайте шип, чтобы выйти на максимальную скорость. Осторожно, чтобы двигатель может вас выдать. Мне больше не понравилось твое предупреждение про мины плавающие. Есть мины или как? Он что-то плывет. Что-то неинтересное. Какая-то члена-змея. Еще одна члена-змея. Сэм, это я, Том. Как слышишь меня? Слышу тебя отлично, Том. Хорошо. Забыл кем-то. Теперь все мои люди в курсе, что ты тут. Правда, вокруг шляется целая куча всякого отребья. Так что если кто проявит враждебность, спокойно можешь бить на повал. Спасибо, Том. Вообще без проблем. Я так вопросы и решаю. Так. Ну, вот первое интересное место — бассейн Дельфин. Давайте его и посетим. Думаю, эта DLS-ка будет подольше, чем 2 полковника. Ну, потому что что-то вообще 2 часа. Где здесь можно высадиться? Так, обозначает, что мины. Мне бы вход какой-нибудь. Ага, вижу причал. А это что за какие-то куски? Не пойми чего. Думаю, пойдет. Такой причал для меня нормально. О, грибочек можно собрать. Грибочек пригодится. Фонарь. Хорошо, собираем все. Тут будет крафт. Ты кто? Ух, блин, 11 патронов обойма, это, конечно, жирно. Честно. Все, сдохло. Да иди отсюда, тварь. Чертовы русские. Блять, 11 патронов, ну это ж пиздец. Отъебайтесь просто. Отъебайтесь. Все, сдохло. С них явно ничего не полутаешь. И мина отсвечивает. А этот миноискатель, он как будет показывать мне, где мины? Или я просто на нее наступлю, а потом узнаю, что там была мина? Мне это не нравится. Пригодится. Пригодится. Пригодится, пригодится. Эти мины хоть видимые? О, мразь! Отвалился. Все, тишина и благодать. Записка. Грибочки собираем. Давайте прочтем, что у нас здесь. Такс. Корж, оставляю записку на случай, если не пересечемся. Мы тут схрон нашли по всему ночных охотников. Тебя тогда во Владивостоке не было, может, и не слыхал за них. А бригада интересная была. Шороху пару лет назад навела порядочная. Людей всего ничего было, но бойцы матерые. И шмот у каждого мое почтение. Броники, автоматы в обвесах. У всех ночное видение. Спецваз, короче. Сам понимаешь, что в схроне таких ребят осталось. Нам очень интересно. Но тут что-то непонятно. В тайник не пройти, закрыто. Как открыть, мы не сообразили пока. Может, ключ какой? Или там рычаг секретный. Хозяева только надпись оставили. Имеющие глаза да увидит. Вот что это значит должно. По-человечески написать нельзя. Не люблю такое, когда людям лишь бы понты кидать. Но, судя по всему, это к Библии отсылка. Имеющий глаз да увидит или нет. Я, если честно, так себе в Библии, ну, типа, читал для общего развития. Но не более того. Так, миноискатель пикает, я понимаю. Покажите мне, как мина выглядит, чтобы я хотя бы знал. Так, можно обыскать товарища. Здесь где-то схрон. Пойдет в дело. Пойдет. Обратно уйди. Вон вижу, падлу. Хорошо, что отдача вполне нормальная. По головам шмалять самое оно. Так, схрон. Вот это вот, судя по всему, он, да? Имеющий глаза да увидит. И к чему это может быть отсылочка? Сука, опять змея, да ебаные же твари, а? Оторвать голову. Второй раз на змеюку попадаюсь. Потрошки, аптечки. Это все, имеющий глаза да увидит. Ребята имеют глаза. И что? СРСР. Я, конечно, все понимаю, только СРСР это СССР по-украински.
местные. Короче, откуда во Владивостоке плакат на украинском? Союз. Нет, Союз Советских. Союз Радянских Социалистичных Республик. Ну да. Имеющий глаза да увидит. Как схрон открыть? Хочу схрон. Внимание. Думаю, мне куда-нибудь сюда. Ой, еще какая-то ебала висит. Нездоровая. Прыгать отсюда лучше не надо, судя по всему. Бутылка с зажигательной смесью. I could use this. Да прыгать точно вряд ли. Ну давайте пока тут обшарим все это дело, а потом уже вернемся к схрону. Я думаю, где-нибудь... Так, стоп. Что это, мина? Не мина? Я не понимаю. Я не вижу. Они могут быть невидимые, но я думаю, нет. О, это ебала. Удерживайте П противогаз. Мне не нужен пока противогаз. Типа к ней можно подойти, она взрывается, и можно отойти. Я помню этих. Ух, какая-то тварь. Опять местные, слышу. Слышу местных. Нормальная реакция. Только у меня патроны заканчиваются, мне вот это не нравится. А местные не заканчиваются. Так, здесь у нас пусто. Так, как схрон открыть? Имеющий глаза. Вон, вижу. Вижу, падла. Чпок. И ушел. А вот с патронами беда, печаль. 2 патрона. Дам. Суперски. Суперски. Пистолет. Блин, 8 плюс 15. Маловато будет. Мы за спорт. Мы тоже. Мы тоже, господа хорошие. Мы за такой спорт, что прям вообще. Макнуло. И зачем я должен был сюда попасть? Хрен понятно. Не, ну туда я не перепрыгну. Здесь я тоже ничего не подберу, судя по всему. Ага, вот это вот красное, судя по всему, вот и вижу. Теперь белым горит, это мина. И зелененьким она показывает. Отсюда я пришел. Сюда я могу пролезть? Могу. Здесь я еще не был, надеюсь на патроны. А тут местный вместо патронов. С ночником. А ну отдай ночник, сука. Отдай ночник, блядь. И сразу быстренько к себе пристегнул, что ли? Какой я молодец. Вот в драке это самое то, что нужно делать. Пристегивать к себе ночник. Not bad. Да, я опять слышу местных, что not bad. Так, почитать, судя по всему, ничего нет. И кроме ночника тут, скорее всего, никакого снаряжения. Вот только причем здесь имеющий глаза да увидит. А вон и местный. А чё, не в голову с одного патрона ложится? Неплохо. Ну иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Вот так вот интересней. Кольт, конечно, машинка царская. Хотел бы я себе такой 50-й калибр. Да, 7 патронов всего в обойме. Ну, в оригинале. Но тема. Еще один местный. Вроде все. Если я не ошибаюсь, когда место типа исследовано, тут должно... Да, вот, все, исчез знак вопроса, значит, я все на этом месте забрал то, что нужно было. Давайте допетляем до лодочки. Где я тут шел? По-моему, сюда. Ух, мина. Где-то мина. Проходим. И слышу местных. Задницы прямо. Тут понимаешь. Сэм, абсолютно с тобой согласен. Вон, лезу со всех щелей. Мать их. Отваливайся ты, 5 патронов. Это проблема. Патронов 5, а тварей больше. Попал в голову, попал. Этот вроде тоже минус. Сколько у меня патронов остается?
0. Хе. Класс, последним патроном, если бы я не попал, я не знаю, что бы я делал. А, ну тут, ладно, у меня еще на автомат хоть что-то осталось. Короче, валим к лодке. Потому что у меня сейчас все закончится. Отсюда хоть никто не вылазить не будет. Такс. Что у нас? Значит, быстрое сохранение я делаю. Ребят, на этом, пожалуй, буду серию заканчивать. В принципе, достаточно неплохо получилось. В следующей серии, пожалуй, съездим вот справа. Интересное место. И еще одно интересное место. Посетим их, а потом уже пойдем по квестам. Я, как понимаю, здесь будет как в Metro Exodus, то есть прохождение с апгрейдами, со всеми этими делами. И я хочу пройти это дополнение полностью. Спасибо, что смотрели, спасибо, кто был на премьере. С вами был Морж, скоро следующая серия. До новых встреч, ребят. Пока-пока.